Всем привет! Думаю, вы хотя бы раз в жизни сталкивались с вводом кода подтверждения в мессенджерах, банках или онлайн-сервисах. Сегодня я покажу, как сделать такую же форму с нуля на чистом JavaScript, без библиотек. Вы узнаете, как реализовать плавный переход между полями при вводе, как обрабатывать стрелки и backspace и вставлять весь код сразу из буфера обмена. Будет полезно и понятно. Погнали! В индекс HTML я уже создал базовую структуру, подключил стили с помощью link и JavaScript с помощью скрипт и указав путь до script.js. Теперь это мы можем скрыть. В теге body мы создадим блок. Можем так его и назвать. Блок. В нем укажем заголовок h1, verification, код. И добавим текст, для того, чтобы пользователь понимал, что нужно вводить. Допустим, код был отправлен на e-mail адрес. Далее ниже создадим форму, в которой добавим наши поля ввода, инпуты. Укажем тип текст. Далее добавим атрибут maxLength для указания максимального количества символов. В нашем случае хватит одного. Рядом с ним расположим атрибут input_mode. Он подскажет браузеру, какой набор символов предложить пользователю. В нашем случае нам на телефоне нужна числовая раскладка клавиатуры. Это нумерик. И последний атрибут required. Сделаем наше поле обязательным для ввода. Теперь скопируем еще 3 раза. Под дивом расположим кнопку с типом submit. Допустим, мы будем куда-то отправлять нашу форму и назовем подтверждение. Теперь добавим немного стилей. Уберем ненужные отступы. И пропишем box size border box. Для body зададим шрифт. Базовый Arial. Также сделаем flex контейнером и расположим наш блок по центру экрана. Можем указать фон. Так. Теперь для нашего блока зададим ширину с помощью свойства flex 443 пикселя и разрешим уменьшаться. Высота будет 726. Border радиус 60 пикселей. Фон поставим белым. И добавим внутренних отступов. Сверху 127, по бокам 38 и снизу 38 пикселей. Теперь для H1 зададим размер шрифта 22 пикселя, жирность 700 и отступ внешний вниз 15 пикселей. Для нашего текста ограничим его по ширине 260 пикселей. Жирность пусть будет 500.
18 пикселей размер шрифта и добавим немного другой цвет. Так, отступ внешний вниз 48 пикселей. Теперь обратимся к нашей форме и найдем первый div. Зададим ему display flex, добавим отступ 10 пикселей и укажем justify content space between. Отступ внешний 40 пикселей вниз добавим. Для инпута ширина 71 и высота будет такой же 71 пикселей. Так, размер шрифта 24. Выровняем по центру. Укажем сразу border. Закруглим на 20 пикселей. Внутренний отступ можем указать в 6 пикселей по всем сторонам. И уберем обводку. Теперь сразу добавим состояние активного поля ввода. Когда наш input будет принимать класс active, border будет меняться и становиться такого вот оранжевого цвета. И нам осталось стилизовать только кнопку. Добавим ей тени. Так, зададим ей фон линейный градиентный. Так. Укажем жирность 700. Размер шрифта 18. Цвет белый. Межбуквенный интервал, в принципе, можем не указывать. Давайте зададим border radius 50 пикселей. Сам border уберем, который задан по умолчанию. Для внутренних отступов дадим 22 пикселя сверху снизу, 45 слева справа. На всю ширину родителя и курсор pointer. Теперь перейдем, наверное, к самому интересному — JavaScript. В нем мы получим все поля ввода, создадим переменную inputs. Теперь мы можем к ним обратиться, пройтись по ним с помощью метода forEach, в котором получим input и индекс. Теперь мы должны добавить несколько событий. Для начала проверим, когда пользователь вводит символ. Пишем комментарий, вводим символ. Input, обработчик событий и событие input. Теперь мы должны получить значение поля ввода. Value, target
value. Но нам этого недостаточно, потому что пользователь может ввести как цифры, так и текст. Поэтому мы добавляем проверку, метод replace нам в этом поможет. В нем мы меняем с помощью регулярного выражения. В нашем случае нам подойдет d. d значит не цифра, а g значит глобально. Так, на пустую строку. Буквы мы убрали. И теперь добавляем еще один метод char add в значении 0. Char add берет только первый символ из очищенного текста. В нашем случае берет только первую цифру из поля ввода. И теперь меняем наш target_value, начальное значение, на value. Хорошо, теперь нам нужно добавить класс active, который мы уже присвоили стиле. Проверяем, если есть значение в нашем поле ввода. Соответственно, input, класс list add active. И еще одна дополнительная проверка. Если значение есть, мы переходим к следующему полю ввода. Inputs, индекс плюс 1. Если есть следующий элемент, следующее поле ввода. Inputs, индекс плюс 1. Фокус. Мы фокусируемся на нем. Так. Это если есть значение, но у нас его может не быть. Else. В таком случае мы, соответственно, удаляем класс active. Давайте проверим, введем какую-нибудь цифру. Видим, что наше поле подсветилось, бордер изменился. Соответственно, класс active тоже появился. Вот мы здесь его и видим. Отлично. Ввели в это поле, попробуем еще что-нибудь ввести, но у нас ничего не получится, так как в HTML мы указали максимальное значение символов. Идем во второе поле, цифру, перейдем сразу к третьему автоматически и четвертому. Попробуем удалить и видим, что мы не переходим обратно. Сколько бы мы ни нажимали Backspace, ничего не происходит. Давайте это поправим. Добавим сюда еще один обработчик событий. Назовем обработка клавиш. Обратимся к инпуту и выберем событие keyDown, нажатие клавиши. Здесь нам нужно получить нашу клавишу Backspace. Давайте для начала посмотрим консоль лог и найдем правильное ее название. EK, Event Key. Теперь перейдем в консоль. Добавим фокус в наше поле ввода и выберем любую клавишу. Видимо, она сразу же отображается в консоли. Нам нужно Backspace, нажмем.
Она так и называется, отлично, но еще нам нужны стрелочки. Влево, вправо. Arrow left, arrow right. Так, хорошо, можем сразу скопировать. Нам они пригодятся. И пока что закомментировать. Так, теперь мы будем добавлять проверку, на какую клавишу мы нажали. Если это была клавиша Backspace, и наше поле ввода пустое, то есть мы уже удалили нашу цифру, и индекс больше нуля, мы можем перейти в таком случае назад. Inputs, индекс -1, фокус, и сфокусироваться на нем. Так, это есть. Добавляем еще проверку. Для стрелки влево, arrow left, нам в принципе не обязательно проверять значение поля, но важно понимать, на каком конкретно поле ввода мы находимся. Следовательно, индекс должен быть больше нуля. Здесь то же самое, мы фокусируемся на предыдущем инпуте. И нам остается стрелка вправо, arrow right, это мы можем уже удалить. Здесь мы проверяем также индекс, но индекс должен быть всегда меньше, чем длина нашего массива -1, то есть меньше последнего числа. Если это так, то мы можем перейти к последнему. Индекс не минус теперь уже у нас будет, а плюс, так как мы переходим дальше, к следующему. Это есть. Давайте проверим. Введем любые числа, нажмем Backspace. Так. Видим, что мы переходим к соседнему полю ввода. И клавишей вправо мы также перейдем. Попробуем лево. Отлично. Все работает. Но мы видим, что наша обводка не убирается. Остается оранжевого цвета, значит класс Active сохранился. Давайте проверим, почему так происходит. И поправим это. Если значение есть, мы добавляем класс Active. Если значения нет, мы также добавляем, но должны удалять. Поэтому давайте поменяем на Remove. И теперь проверим. Так, класс Active появляется. Удаляем, и класс Active убирается. Отлично. Нам остается добавление нашего кода из SMS, либо из буфера обмена. Добавим новый комментарий. Вставка кода. И новый обработчик событий. Paste. События вставки. Уберем стандартное поведение. Prevent Default. И теперь мы будем получать текст из буфера обмена. Для этого создадим переменную paste. И
с помощью метода clipboard data получим текст из буфера обмена. Текст. Теперь текст у нас может быть также с буквами. Это стоит учитывать. Мы делаем все то же самое. Можем даже скопировать. Replace. Если буквы есть, то оставляем пустой нашу строку. Проверили. И нам остается обрезать вставленную строку до нужной длины. Сделать это можно с помощью метода slice. В нашем случае до количества полей ввода. То есть inputs от 0 до inputs length, до длины нашего массива. Так, текст мы получили, наши циферки. Осталось их добавить в поля ввода. Сделать это также очень просто. Обратимся к нашему тексту и разобьем строку на массив символов с помощью метода split. Есть. Массив мы получили. Теперь мы можем по нему пройтись с помощью for each. Получить char и индекс. Значение и индекс. Наш массив итая, значение value. Добавим char. Есть. И присвоим класс active. Inputs. Класс list add active. Так как значение уже есть в нашем поле, соответственно, мы должны его разукрасить, подкрасить немножко оранжевым. Теперь нам нужно найти первое незаполненное поле и поставить туда курсор. Добавим переменную next. Обратимся к массиву наших инпутов, inputs, и найдем с помощью метода find input, в котором value у нас будет равно пустой строке. То есть там ничего не будет. И если такое есть, такое поле, мы к нему фокусируемся. Фокус. Проверяем. Вводим цифры. Все работает. Отлично. Удаляем. Также все очистилось. Давайте также добавим циферки. Можем добавить 5, попробовать. Вырезали и вставили. Добавилось только первых 4. Отлично. Теперь мы также можем их удалить и перейти по полям ввода. Теперь у нас есть полноценный интерфейс для ввода и проверки кода подтверждения. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии с идеями для новых видео. Исходный код можно найти на моем Boosty канале. Там же у вас есть возможность поддержать канал, оформив подписку за символическую плату. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.